13 января 1982 года на Вашингтон обрушилась сильная снежная буря. Движение наземного транспорта было парализовано, а городские службы работали на максимальном режиме, чтобы расчистить улицы большого города от снега. В это время были сильные заторы на дорогах, и не исключением стал мост на реке Потомак. Люди сидели в своих автомобилях и лишь слышали гул двигателей от пролетающих над ними самолетов. Авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Air Florida выполнял регулярный рейс 90 по маршруту Вашингтон-Тампа-Форт Лодердейл. По расписанию лайнер должен был вылететь из Вашингтона в 14 часов 15 минут. Однако из-за сильного снегопада национальный аэропорт был закрыт для вылетов, в связи с чем вылет рейса 90 был задержан. В 13 часов 59 минут Boeing 737 запросил и получил разрешение на выполнение полета по приборам и начало погрузки. Погрузка производилась с 2 часов дня на протяжении получаса. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 74 пассажира. Примерно в 14 часов 20 минут по запросу экипажа наземные службы начали очищать левую сторону самолета от льда. По сообщениям обслуживающего персонала, самолет был покрыт слоем снега толщиной 1,5 сантиметра, прежде чем началась обработка. Однако, когда жидкостью было обработано около 3 метров поверхности, командир рейса 90 прервал работы, так как стало известно, что в 14 часов 30 минут аэропорт не откроется и вылет задерживается. Примерно в 14 часов 50 минут командир запросил возобновление процедур по очистке льда. В первую очередь были начаты работы по обработке левой стороны самолета. По данным оператора, удаление льда с колес, фюзеляжа, крыла, хвостового оперения, пилонов и передней части двигателей производились горячим раствором, содержащим 40% гликоля и 60% воды. Никакого аэрозоля после такой обработки не применялось. Выбор раствора был основан на прогнозе погоды. Наиболее тщательно рабочие старались обработать шарниры управляющих поверхностей хвостового оперения, чтобы не было никакого льда и снега в этих критически важных точках. Левая сторона самолета была обработана большим количеством раствора в связи с тем, что на ней снега было больше. В 15 часов 15 минут двери самолета были закрыты. Телескопический трап был отведен. Командир рейса 90 спросил у стоящего близ основной двери менеджера авиакомпании Air Florida, сколько снега на самолете он видит, на что тот ответил о легком снеге на левой плоскости крыла от законцовки до двигателя, тогда как область от двигателя до фюзеляжа чистая. Сильный снегопад в это время еще продолжался. Самолет уже готовился к буксировке, как сотрудники наземных служб заметили попадание воды от раставшего снега в левый двигатель, и для его осмотра командир был вынужден остановить работу двигателей. После остановки двигателей механик осмотрел их входные направляющие аппараты на предмет наличия льда или снега, но ничего такого не обнаружил. В 15 часов 35 минут рейс 90 без дополнительных сложностей был отбуксирован от гейта. После отсоединения тягача экипаж произвел перезапуск двигателей. В 15 часов 38 минут самолет был готов следовать к началу взлетной полосы. Второй пилот зачитывал контрольную карту после запуска двигателей и дошел до пункта противообледенители, на что командир ответил: «Отключены». В 15 часов 38 минут диспетчер предупредил рейс 90, что те находятся на пути отъезжающего от гейта самолета авиакомпании American Airlines, на что экипаж сообщил, что они готовы к рулению. Тогда диспетчер дал указание следовать за самолетом McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании New York Air.
В это время отправления от перрона ожидали 16 авиалайнеров. Как зафиксировал речевой самописец, экипаж собирался вернуться к ангару для повторной обработки лайнера противообледенительным средством, но посчитали, что на крыльях небольшое количество снега и при разбеге на 80 узлах снег рассеется, а также, что данная процедура – это лишь имитация для самовнушения о безопасности. В 15 часов 58 минут рейсу Air Florida 90 было дано разрешение занимать исполнительный старт в начале полосы и быть готовым к немедленному взлету, что экипаж подтвердил. Как только самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, диспетчер сразу передал: Palm 90, взлет разрешен. Также рейсу было сказано не задерживаться со взлетом, на что экипаж передал окей. Это было последнее радиосообщение с рейса 90. Как только самолет оторвался от взлетной полосы, носовая часть самолета резко поднялась вверх, и самолет начало сильно трясти. Сразу включился автомат тряски штурвала, предупреждая об опасности сваливания. Пролетев от торца взлетно-посадочной полосы около 1207 метров на высоте 11 метров, рейс 90 врезался в пролет моста 14-й улицы, соединяющий Вашингтон с округом Арлингтон, разрушив при этом 6 легковых и опрокинув один грузовой автомобиль, которые в это время находились на мосту, а также оторвал кусок покрытия длиной 12,5 метров и после чего врезался в лед реки Потомак, проломил его и ушел под воду. В катастрофе погибли 74 человека, 4 члена экипажа, оба пилота и 2 стюардессы, а также 70 пассажиров. Выжили 5 человек, 1 стюардесса и 4 пассажира. Также на мосту погибли 4 человека, еще 4 получили ранения. Всего в катастрофе погибли 78 человек. 5 выживших оказались в ледяной воде. Они держались за обломки хвостовой части лайнера. Примерно в 16 часов 20 минут прибыл полицейский вертолет. Спасательная операция продолжалась 15 минут. Были спасены все 5 человек. Непосредственно в катастрофе выжил еще 1 пассажир, но он утонул, пытаясь помочь остальным выжившим. Расследованием причин катастрофы рейса 90 занялись следователи Национального совета по безопасности на транспорте. После недельных поисков с дна реки достали оба бортовых самописца. Определить причину катастрофы не составило особого труда. Обледенение крыльев, произошедшее во время вынужденной задержки в аэропорту Вашингтона. Пилоты не посчитали нужным обработать самолет этиленгликолем непосредственно перед взлетом, и обледеневшие крылья просто отказались держать самолет в воздухе. Также обледенели датчики полного давления, что привело к завышению показаний приборов в кабине экипажа, определяющих степень повышения давления в двигателях. Поэтому командир экипажа, ориентируясь именно на этот прибор и не принимая во внимание показания приборов контроля двигателей, фактически установил перед взлетом тягу обоих двигателей с дефицитом на 30% от необходимого. Также комиссия Национального комитета по безопасности на транспорте отметила, что действия пилотов после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы нельзя признать удовлетворительными. Приняв правильное решение фиксировать угол тангажа самолета, экипаж своевременно не увеличил тягу двигателей, чтобы повысить скорость полета и предотвратить столкновение с мостом. Эксперты отметили, что командир воздушного судна не прекратил взлет на ранней стадии разбега, когда второй пилот обратил внимание на странные показания контрольных приборов. Также известно, что командир воздушного судна не должен был лететь на этом рейсе, так как у него был выходной, и он собирался провести его с сыном, но его коллега попросил поменяться, на что командиру пришлось отказаться от своих планов.